На улице минус 29. Машина-то не завелась. Так, заводим Ford Focus и Toyota RAV4. Этот фокус, одни фокусы. Замок примерз и не могу воткнуть ключ. Сейчас посмотрим. Пожелайте мне удачи. Посмотрим, заведется, не заведется. Иначе уедем на одной машине в Москву. Мышь прогрызли, наверное. Так, показывает минус 24. Но по телефону было минус 29. Ладно. Так, заводим. Нажимаю тормоз. С первого раза завелась. Вот вам и Синтек нулевка. Работает. Синтек нулевка премиум 0,20. Вернее 0,30. Синтек 0,30 премиум. Минус 29 показывала по телефону. Здесь показывает минус 24. Завелась с первого раза. Лучшее масло — это новое масло, а не какое-то там премиальное, брендированное и так далее. В погоне за брендом вы можете нарваться, наоборот, на подделку, особенно в такое темное время. Поэтому покупайте российское масло из проверенных поставщиков, а лучше сразу у производителя, что я и сделал. Цифры как неохотно переключаются от мороза. Двадцать с половиной, 21. Пойдем сейчас заведем Ford Focus. Как он заведется при минус 24. На машинах не ездили где-то 4-5 дней. Сейчас 4 января, приехали сюда 30 декабря на Новый год. Пыхтит, работает. Я был Ford заводить. Дверь примерзла. Ford Focus. Toyota RAV4. RAV4.
заведется. 5 дней не заводилась. Посмотрим. Педаль трудно выжимается. Сцепление. С первого раза не завелась. Второй раз. Минус 23 за бортом. По телефону минус 29 показывает. Не заводится, потому что залито не нулевка. Сцепление держишь? Да, держу. Сейчас заведется. Так, заводим Ford Focus 5.30, Ford Формула масло. Все-таки на нулевке заводится пошустрее. Машина 5 дней простаивала. Аккумулятор Аком 2-летней давности. Аком 60 ампер. Ну, сейчас будем бустер подключать. Я еще зашел через заднюю дверь, потому что передние двери заморожены. Да, не каждый день такое. Выжал полный газ. Нифига. Попробуй толкнуть сначала дверь, Ватя. Что? Дверь открыть со своей стороны. Сейчас ты сидишь. Она заморожена, сейчас попробую. Давай, как есть. Машина-то не завелась. Это, толкали. В общем, Форд не завелся. Мы его оттолкали назад сюда. Выгнали машину. Вытащил аккумулятор.
Получается аккумулятор Акком 2-летней давности. Скорее всего на букву Г. Масло фордовское 5.30. Ford Формула. Так, вчера на минус 29 машина не завелась. Сегодня минус 25 примерно. Снял аккумулятор. Поставил на зарядку на 3-4 часа. И сутки аккумулятор грелся дома. Посмотрим. Аккумулятор где-то примерно 3 года. Посмотрим, как сейчас заведется. Но сегодня не минус 29. Сегодня минус 24, наверное, минус 25. Посмотрим. Вот такое прекрасное солнечное утро. 12 часов утра. Будем заводить. Машина простояла на улице без аккумулятора. Toyota, кстати, аккумулятор топла. Вчера минус 29, завелась с первого раза. Масло нулевка. Синтек премиум 0.30. Здесь в машине пока залито масло Ford Формула 5.30. И вот аккумулятор, скорее всего, подвел. Не думаю, что это дело в масле, так как пятерка 5.30 до 30 градусов мороза. А нулевка, которая на Toyota, до минус 35. Но если было бы минус 35, мы бы и не заводили машину. В крайнем случае. А так как было минус 29, она завелась с первого раза. Но мы ее часто гоняем туда-сюда. Аккумулятор в нормальном рабочем состоянии. А Ford Focus, да, редко его используем, автомобиль. 2-3 раза в месяц. Поэтому аккумулятор, скорее всего, был разряжен. Но 10 раз крутили стартером. Черный дым выходил, но не заводилось. Сейчас посмотрим. Пожелайте мне удачи. Посмотрим, заведется, не заведется. Иначе уедем на одной машине в Москву. Это оставим здесь зимовать. Потому что этот бустер, провод сломался. Мыши прогрызли, наверное. Так, вот такие хитрости у Форда, что хрен откроется потом. Ага. Так, открываем. Этот фокус, одни фокусы. Потом вот так и приподнимаешь. То есть сначала вот так, ключ против часовой. Потом по часовой и приподнимаешь капот. Так, установил аккумулятор. Сейчас все прикручу. Пока временно. Просто посмотреть, заводится, не заводится. На постоянную сейчас прикручивать не буду. Так чуть-чуть прихвачу. И будем пробовать завести. В минус 25 примерно. Посмотрим сейчас внутри, сколько там. По телефону показывает минус 25. Я прекрасно понимаю, что нужен ключ на 10, но вы не поверите, я не могу залезть в гараж за инструментами, потому что замок примерз и не могу воткнуть ключ. Думал, что туда залил кто-то парафин, оказывается не парафин, а лед. С помощью сжигалки топил, никак не мог растопить замок. Поэтому решил закручивать, прихватывать, как они называются, пассатижи, плоскогубцы. Ну, короче, напишите в комментариях, как это называется. Так, как-то так. 144 тысячи километров проехал Ford. Все нормально. Ближе к норме.
Рулевую рейку только меняли. Так, вчера при минус 29, потом при минус 24-25 не завелась. 10 раз крутили, сел аккумулятор. Зарядили, согрели дома. Сейчас посмотрим. Ну, с Богом. С первого раза нет, но аккумулятор видно, что свеженький. Все-таки теплый аккумулятор. И заряжены. 3-4 часа заряжали, сейчас должно завестись. Вчера, видимо, аккумулятор был разряжен. Не знаю, почему показывает минус 20. Сейчас на улице смотрел по термометру, минус 25. Вчера тоже показывало минус 29, а машина показывала минус 24. Ну ладно, сейчас видно, что схватывает. Все-таки дело было в аккумуляторе, а не в масле. Все-таки 5.30 фордовская, видимо, нормальная для таких морозов. Так, еще раз. Не. Подождем немножко. Так, еще раз. Странно, даже на свежем аккумуляторе не заводится. Ну все, завелась. Еле-еле завелась. Причем теплый аккумулятор, заряженный. 2-3-летней давности аккумулятор Акком. Масло 5.30 фордовское. Вчера 10-15 раз крутили, нифига, пока аккумулятор до конца не сел. И сейчас наконец-то запустился. А Toyota RAV4 на нулевке 0.30 премиум Синтек завелась с первого раза. И раньше заводилась при меньших температурах с первого раза. Ну, по-моему, была одна осечка когда-то. Но это не считается. Здесь было 10-15 осечек. И сейчас на свежем аккумуляторе 3-4 раза крутил. Ну, хорошо, что завелся, потому что опять думал, сейчас аккумулятор сядет, опять заряжать. Нормально. Фу. Воняет не сгоревшим бензином. Когда заводил, и машина не заводилась, черный дым отсюда шел сзади. То есть не сгоревший бензин. Даже дверь не открывается. Фу, воняет бензином реально. Ну ладно. А Toyota с первого раза заводится.